Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала. Те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо и открыли это видео. Внезапное событие, внезапная новость или внезапное решение. И это то, что скрыто, то, что вы сейчас не видите, даже не предполагаете, но, скорее всего, заставит изменить ваши планы или окажет влияние на вашу жизнь. Наш расклад подойдет одинаково как для мужчин, так и для моих любимых девочек. Давайте рассмотрим выпавшие карты с позиции позитивной психологии и, конечно, здравого смысла. Куда без него? Итак, первый вопрос. Кто вы? Что о вас расскажут карты? Сигнификация, по которой вы можете себя узнать и сориентироваться, насколько расклад подходит именно лично вам. И пусть в нашем раскладе будут только приятные неожиданности и правильное решение. Что у вас происходит прямо сейчас? По восьмерке жезлов вы проходите добрую трансформацию, мои дорогие. И рядом туз кубков подтверждает, здесь, скорее всего, либо уже в вашей жизни произошло какое-то, ну пусть даже если не событие, но может быть это, знаете, скорее ваши приложенные усилия. Потому как жезлы все же дела, работа, бизнес, или иногда мы говорим добрая трансформация, это внезапная новость. Это вот действительно сама по себе внезапная новость. Может быть, вы уже получили. Для вас это определенная радость, для вас это какой-то прогресс. Может быть, он касается даже отношений, да, хотя жезлы, я говорила, больше деловая сфера. Но, может быть, это отношения, которые, ну, через решение конкретного человека. Что-то вам как минимум льстит, это факт. Или приятно слышать. Для кого-то из вас это, знаете, как путь наверх, своего рода такая математическая прогрессия, то есть это прогресс, безусловно, который касается работы, может быть, финансов или откуда к вам приходят деньги. Ну, точно нам говорят, праздник после победы. Может быть, вы выстояли какой-то сложный период, может быть и финансово, я это тоже не исключаю. Для кого-то из вас сейчас ваши планы, они становятся более конкретными. И может быть, даже если прежде это было на уровне мечты, на уровне вдохновения, вот вы сейчас что-то осуществляете и буквально видите плоды труда своего. Что у вас прямо сейчас? Ну, конечно, не обходится без пятерки мечей. По пятерке мечей это всегда те персоны, от которых вы, кстати, буквально устали, или от какой-то конфронтации. Вот что у вас прямо сейчас? Вы себе, как знаете, разграничили то, чем вы будете заниматься, с кем вы готовы общаться, какие дела четко вы готовы продолжать, а кому вы готовы сказать «нет». Потому что надоело, потому что устали, потому что неинтересно. Наступил момент идти вперед. И, может быть, вот вас сейчас догонку, мне интересен наш расклад, я так могу предположить, потому что несколько карт, посмотрите. У нас всего 6 карт, обычно 6 достаю, но это как число победителя. И здесь как будто закончилось, вот ваши приоритеты нам четко обозначили. Но есть это как вторая половина, то, что, от чего мы хотим уйти, да? Устали, надоело, или какая-то одна и та же песня, как какое-то дежавю повторяющееся. Или, может быть, это какой-то сюжет, тоже надоело, тоже понятно. Может быть, конкретный человек не успел рта раскрыть, а вы уже знаете, что сейчас скажет. И что ему я отвечу. Вот что-то такое. И по восьмерке кубков, вот посмотрите, девушка идет налегке. Кто-то из вас набрался мужества, может быть, куда-то отправиться, поехать. Или продумывает, пусть не буквально на короткий период. Тут может быть стратегия, которая, ну, как добрые дела на спех не делаются. Это нужно рассчитать более длительный период. И кто-то из вас именно это и просчитывает. Вы уже запаслись очень большим опытом. Вы чувствуете сейчас, скорее всего, собственную силу, собственную ресурсность. Плюс у вас еще сейчас достаточно вдохновения. Вот, наверное, когда мы чувствуем себя ресурсными, плюс еще мечта вдохновения, ну, нас тут не остановить, потому что, по сути дела, это как состояние мага. Я хочу, я могу, да, вот эти вот две позиции, они уже у вас точнее совместимы, и значит получится. Но, может быть, для кого-то из вас последний штрих, как будто, да, вот я готов или готова к неожиданностям. Я готова, может быть, буквально налегке уходить. Если прежде вы за что-то держались, а теперь это становится неважным. Или становится, ну, вообще, когда оглядываться даже не хочется. Ну, давайте еще узнаем, кто вы,
Что в вашей жизни происходит прямо сейчас? А ведь и правда у кого-то на кону поездка или длительный переезд. Какая-то очень важная встреча. Может быть, она была планирована, а на сегодняшний момент точно у вас было какое-то общение. И пусть у кого-то это будет касаться работы, а у кого-то это будет отношений. Но все равно даже по работе тут есть какой-то контакт. Есть все равно взаимоотношения, соответственно, ваши планы. И то, что вас радует. Но я могу предположить, что все же для многих из вас, кто смотрит это видео, перемещения, неважно по какой причине, они все-таки присутствуют. Может быть, вы хотите поменять жилье. Кто-то хочет или вынужден, да, куда-то переехать далеко более. Для кого-то это необходимость по работе, потому что мне нужно раскрыть свои таланты по максимуму. А там, где вы сейчас, ну, не все так просто. Может быть и такой момент. Для кого-то из вас желание путешествовать, видеть новые страны, новые миры, да, изучать языки, работать из любой точки мира, мои дорогие. Но если мы все-таки говорим по отношениям, давайте остановлюсь поподробнее, потому что все равно концепция в чем? Что вот именно сейчас, да, вот что у вас происходит, помимо ваших желаний. Может быть, вы анализируете какие-то отношения, которые развивались, а потом как будто встали на паузу. И вы могли не видеть. Вот, кстати, чего вы не видели. Может быть, вы четко знали, ну что девушка не замужем или мужчина не женат, но вы не учли, к примеру, третьи факторы. У кого-то могли быть дети. Ну, пусть само супружество, оно как бы отсутствует, а у кого-то это будут дети. И влияние детей на жизнь этого человека. Причем, может быть, взрослые дети, кстати, которые, ну, маленькие, то, понятно, нет, хотя и так бывает. А взрослые, которые говорят, делай так, делай не так. И, может быть, это будет связано даже не с детьми, мои дорогие, а какие-то родственники. Или тот человек, который слушает советчиков. Или когда менталитет, мои дорогие. Вот правда, разный менталитет. Или разная, пусть и менталитет вроде бы одинаковый, но человек, вот вы с ним, скорее всего, совершенно разное. Так вот, это третий фактор, одним словом, который вам долгое время, может быть, мешал. Или вы долго не могли понять, почему вот это происходит. И вот это длилось какое-то время, от которого вы, возможно, и устали. Ого! Тут, правда, были какие-то чьи-то манипуляции. Причем вам, видимо, ну, может быть, был тот человек, который имел четкие свои планы. Но в отношении вас эти планы были как постоянная вибрация. Вы могли именно столкнуться с тем человеком, который ненадежный, мои дорогие. Он надежен сам для себя. Все-таки карта мага иногда говорит и об этом. Но вы сами проходили, может быть, не случайно вот этот путь судьбоносный, потому что это ваше взросление, неважно, сколько вам лет, это вот именно магами не рождаются, магами становятся. Но вы какой-то другой маг, который именно добивается всего сам. Не потому, что он быстро переключается или быстро как-то так очень лобильно сам себя перестраивает. Вы тот маг, который имеет стержень, тот, который умеет пользоваться возможностями. Именно теми возможностями, которые на сегодняшний день есть в реальной жизни, и при этом не теряя здравомыслия и критического мышления. Поэтому у кого-то по работе эта ситуация, вы не случайно оказались в ней, а у кого-то в отношениях для вас человек мог стать таким своеобразным учителем. Может быть, сложноватый был у вас опыт, как будто дорога к солнцу. Смотрите, весь наш расклад, по сути дела. Потому что пятерка пентаклей – это всегда недостаток. Недостаток взаимопонимания и недостаток финансов. Так вот, что о вас говорят карты? Это ваша дорога к солнцу, но начинается она именно с минуса, с разочарования. То действительно вам нужно стать магом и волшебником. Причем тем, который вот это волшебство реализует в реальной жизни. И, видимо, в одиночку, мои дорогие, вы выкарабкиваетесь из финансовой какой-то бреши. Или когда недостаток, да, финансов, может быть, у кого-то кредиты, но еще одновременно вы в одиночку, потому что по пятерке пентаклей нам никто не помогает. Наоборот, нам тут какие-то сложности создают.
Может быть, вам еще и приходится кому-то помогать, правда? У кого-то дети, у кого-то, может быть, родственники, которым вы тоже помогаете разными способами. Кто-то материально, а кто-то ухаживает. Это постоянный какой-то, знаете, перемежающийся период ограничений. Вот, может быть, вы, да, сильный человек, и проходя такую, может быть, и жесткую школу, когда пришлось принять какую-то реальность, и понимать, что да, две руки, в которые я могу упасть, это мои собственные, и у вас это получается. И вот совсем скоро у вас, знаете, как прорыв своего рода, прояснение будет. Карта Солнца– это ясность. И если прежде была какая-то запутанность или какие-то манипуляции совсем, вы уже, по сути, можете чувствовать, что вот-вот что-то изменится. А еще это карта выбора правильного направления. Поэтому вы на последующие полгода, кто смотрит этот расклад, вы будете определяться, и не раз, с очень важными постулатами в своей жизни. Возможно, где-то вы будете менять мировоззрение, будут и принципы ваши меняться, будут меняться люди, будьте готовы к этому. Вы приходите к выводу, что, ну да, вот эти отношения могут быть только в определенном формате и не шире. Или вы понимаете, что каким-то делом вы уже точно не будете заниматься. Будьте добрее к самим себе, потому что судьбоносный, правда, расклад. Карта Солнца обрисует, как ваш жизненный путь. И это не 1 месяц, это вот даже до 8 месяцев. Но, видимо, вы будете сталкиваться с совершенно новыми ситуациями. И магом вас, может быть, даже заставила какая-то ситуация стать или конкретный человек. Но тогда в дальнейшем, на 6-8 месяцев, вам это будет многократно полезно. Как будто оно вам пригодится, вот этот опыт. Потому что для вас, может быть, вот тот последующий период, когда остальные будут проходить чрезвычайно сложно. Я такое тоже могу допустить. Но для вас, у вас все будет расставлено по местам и очень быстро. Потому что опыт, сын ошибок трудных, как ни странно. Но сейчас добрая трансформация в сторону Солнца. Кому подходит наша сигнификация, давайте продолжим. Очень любопытно. Что же неожиданно, может быть, войдет в вашу жизнь или спешит на ваш порог, как мы говорим? Что скоро произойдет? Может быть, это уже на пороге эти события, но вы пока не видите. Вот на пороге каких событий вы стоите? Что же скоро произойдет? И, возможно, для вас неожиданно. Пусть это будет приятный сюрприз. Что скоро произойдет для вас? Пятерка Пентаклей. Что-то вам напомнит? Или знаете как? Я бы не сказала, что напомнит. Вы будете постоянно думать о той ситуации или сравнивать. Сравнивать, может быть, людей. Может быть, будете даже сравнивать с теми прежними отношениями, какими-то своими ошибками. Но мы все ошибаемся, правда? Главное, не застрять в этом надолго, а сказать себе, ну, подумаешь, ошибся или ошиблась. 150 раз еще раз ошибусь. Это ни о чем не значит. Да, признаем ошибки. К примеру, мы говорим, не человек виноват. Ну, это я вот не досмотрела. Надо же было глаза открыть, а не слушать, что там мне обещают. Ну, так вот банально, понимаете, по-простому. Самому себе, своему сознанию объяснить, почему это была именно ошибка. Понимаете, как сознание великий шаблон. И поэтому это, как, знаете, стереотип или привычка, как ни странно. Это с интеллектом сознания. Оно, ну, не совсем одинаковые, как бы не слова синонимы. И поэтому интеллект– это то, что выше, это то, что пока, может быть, мы даже осязать не можем. Но вот наша душа или знания ваши, абсолютная вера, что я смогу это осуществить. Если мы себе говорим, что мы вот это можем в одиночку выдержать, осуществить, преодолеть, у нас обязательно это получится. А следом мы ставим какую-то цель, ну, чего бы это ни стоило. Мы обязательно этого достигнем. Поэтому вы будете все время сравнивать. Но я сказала о новых людях. Это, знаете, у кого-то может быть работа в команде. Это может быть вообще какое-то появление нового человека. Или, знаете, как новая энергия. Это тоже своеобразный экзамен. Поэтому, да, вы проходите этот экзамен. Карта Верховная Жрица, карта той, которая знает все. Вы сами учитесь. Может быть, прежде, мои дорогие, вы были тем человеком, который очень открытый.
Но, видимо, жизнь. Вот почему опыт помогает. О себе не рассказывать много. Не рассказывать о своих планах. Быть хитрее, мои дорогие. Быть более скрытным. При этом, при всем, обладать абсолютно на 100% шикарной проницательностью. Вам будет совсем скоро, вы придете к выводу, и я буду только с тем взаимодействовать, что для меня или с кем-то, да, с той персоной, которая будет готова меня как сопровождать. Та, которая готова участвовать, а не та, скорее всего, которая, ну, готова меня использовать. Вот точно по всем этим картам вы уже не готовы быть кому-то удобным или удобной. То есть, может быть, прежде это была, знаете, та зацепка или тот крючок, на который золотая рыбка в виде вас попадалась. А здесь вы перестраиваете. Вы знаете, вы за какой-то сложный период, ваше сердце, ваша душа, она не озлобилась. Вот это, наверное, самое главное. Потому что у каждого свои какие-то сложности, иногда шокирующие, иногда очень разочаровывающие. Кто-то через предательство проходит, кто-то через тот период, когда, может быть, и не далеко не в один день, и не в одну неделю, и даже не в месяц. Мы не знаем, что делать. Но в конечном итоге, опираясь на себя, вы как будто знаете, и вот ваш какой-то сложный опыт вам теперь дает, ну, как возможность обладать шикарной интуицией. По сути дела, это причину и следствие связывать воедино. И вот совсем как сюрприз. У вас будет, видимо, какое-то предложение, когда вы будете обдумывать и понимать, что нет, все-таки вот либо поехать надо куда-то, либо мне встретиться с кем-то нужно. Но если раньше вы подошли бы к этому вопросу или к этой теме, как «а вдруг там будет что-то для меня на долгий период и стабильно?», теперь вы словно будете себе говорить «а вдруг там будет для меня какая-то зацепка, еще одна, и я смогу другой какой-то план, да, может быть, у вас план А, план Б, план С, и, может быть, я смогу осуществить. А вдруг эта персона будет мне полезна? Представляете, насколько кардинально изменились ваши взгляды? По крайней мере, видимо, может быть, какая-то новость, которую вы получите, вы поймете, насколько вы сами изменились, мои дорогие. Потому что вы будете рассматривать не то, что это как я такое допускаю. Здесь может быть как взаимодействие с тем, что вам уже известно. Или какая-то тема, которой вы уже прежде занимались. Или человек, которого вы тоже уже знаете. Но если вот сам подход, если прежде бы вы именно подумали, что даже не подумали бы, что вас обманывают или кто-то там хитрит, а здесь вы вообще уже так не думаете. Не идет речь о полной искренности с вашей стороны, и это вас защищает. Потому как вы именно ищете тех, кто может быть полезен, а может быть и удобен. И вот не теряй времени даром, кстати. Правда, приготовьтесь к тому, что какая-то такая новость или предложение скоро поступит. Что еще? Что спешит на ваш порог? И вы можете этого не видеть. Тут может быть как сведения о том, что меняется сама обстановка вокруг вас. Вы можете совсем скоро, может быть, почему воспользоваться каким-то маневром или предложением или ситуацией, потому что именно вокруг вас происходит, ну, сплошная турбулентность. Все-таки посмотрите, две карты неожиданности. По аркану башня – это более что-то структурное. Это что олицетворяет порядок. Для кого-то из вас это будет, может быть, изменение законов, каких-то постулатов, правил. Сама по себе организация, да? А рыцарь жезлов – это еще и карта скорости. Поэтому тут меняющиеся события, меняющиеся структуры. И плюс к этому неожиданные новости, неожиданное поведение людей. Но я точно так же по этой карте могу предположить, что скоро произойдет. Какой-то, может быть, человек или в лице, пусть это даже организация, в лице какого-то человека будет вам говорить о том, что вот сейчас именно, вот посмотрите, карты не живут своей жизнью, не просто так выпадают. Нам снова выпало, как и в сигнификации, и мы говорили об этом, восьмерка кубков. Я сказала, что, может быть, вот-вот вы где-то получите какую-то новость или предложение. И вот действительно нам говорят, что это более чем неожиданно.
Это для кого-то, вам даже может человек рассказывать о своем сложном положении, о том, что ему у вас не хватает. Вот, да, мы уже говорим теперь, ну, как бы называем вещи своими именами, потому что у нас человек без иллюзий абсолютно. У вас сейчас холодный рассудок в отношении других людей, в отношении предложений или того, что вообще происходит вокруг. Вот вообще ни разу не помечтать, не посидеть, подумать, а вот очень рационально, как будто оценить. Мне это нужно? Нет? Тогда пока. А если есть интерес, я попробую. Но как будто до определенного момента. В ближайшее время вы будете, знаете, как искусство мелких шагов. Шаг сделал, отдышался, осмотрелся, что там происходит. Только потом иду дальше. Потому что вы ждете подвоха. Вот, наверное, это тоже такой момент, о котором, может быть, не сказала, или я так не договорила по сигнификации. Вот правда, у нас тот человек, по крайней мере, до этой поры, кто остался и смотрит, это тот человек, который где-то не верит. Он именно ждет либо обмана, либо что что-то тут переиграют в любой момент. И я как будто, да, тут действительно так. Посмотрите, верховная жрица, та, которая все знает, и как будто по судьбе. Вот это как раз тот опыт, который вы прошли. И, может быть, кто-то даже за вами наблюдал и думал, ну вот интересно, или даже, знаете, молился. Слава Богу, это произошло вот с ней, а не со мной. А теперь что-то подобное будет происходить в жизни других людей. То, чего мы боимся, оно нам обязательно возвращается, поэтому у кого-то в жизни из того взаимодействия окружения, которое у вас было, вот что-то подобное будет происходить. И это по судьбе, вот именно вам как будто посмотреть, знаете, с другой позиции, как с другой высоты, я бы даже так сказала, с другим опытом. Оглянуться как будто, да, вокруг себя, не назад оглянуться, а именно вокруг. И понимать, какую сложную работу вы уже проделали, скорее всего, над самой собой или самим собой тоже. И то, что для других будет вот эта башня, для вас это будет, ну, какая-то оптимально понятная ситуация. Вы можете столкнуться с человеком, который очень ресурсен. Вот почему может быть ваш интерес. Будьте готовы к этому. Все-таки я тут вижу либо контактное лицо, да, назовем это так общим, потому что у кого-то, правда, у нас могут быть такие люди, я знаю, что для кого-то именно ваш проект сейчас важен, ваше творчество, вопросы работы, вопросы заработков, вопросы правильных договоренностей, а может быть правильных документов, когда тоже нужно и с буквой закона, а вот тут закон меняется, может быть и так, и еще и договориться, потому что вы можете столкнуться с людьми, у которых сложный характер, мои дорогие, которые очень импульсивные. Те люди, которые еще и обидчивы. Вот такой император, который еще и обижаться умеет. И вам как будто нужно перехитрить, переиграть. По двойке жезлов вы знаете этого человека, это точно. Или вы знаете, как подступиться к какой-то ситуации. Вы имеете опыт. Но по двойке жезлов это какой-то новый план, новая стратегия, новая тактика будет. Но тактика это не с места в карьер, нет. Это вы будете что-то обдумывать. Для кого-то из вас совсем скоро, что спешит буквально вашу жизнь. Тут как будто по судьбе какой-то человек или какая-то сложившаяся обстановка, ситуация. Потому как для вас, вот пока все, может быть, мечутся или все, ну, несколько озадачены, или конкретный человек, вы можете как фору вперед дать. Именно потому, что вы уже этот опыт прошли. Вы не просто прошли, а вы, может быть, этот экзамен сдали многократно. Что спешит в вашу жизнь еще? Что идет на ваш порог? Королева Пентаклей. Здесь может быть человек, кстати, конкретно такой же, как и вы. Но не будем рассматривать по полу карту. Королева Пентаклей, это и вы проходите, да? Мы вот весь наш расклад об этом говорим. Но здесь идет человек, который надежный. Тот человек, который где-то похож на вас, который сделал себя, как поднялся, может быть, с руин каких-то, может быть, достиг финансового благополучия. Я не об этом человеке, я тут думаю, другая персона, может быть, именно поэтому, ну, как бы тут королева, а тут у нас император. Всегда по аркану королева, именно королева, почему мы не рассматриваем
по полукарту, это идет ресурсный человек, именно сами ресурсы и достижения. А по королям это больше идут те вопросы, которые касаются, вот как оно должно. Или какие-то решения, может быть, вынесение вердиктов, или какие-то предложения. Но сама реализация, ресурсность, это то, что мы можем создать своими руками, своим умом. Это все-таки всегда королева. Поэтому вот тут идет тот человек, просто, видимо, карты поэтому так полярно нам немножко и показывают, что в вашу жизнь идет совершенно другой человек, который тоже прошел, вы чем-то можете быть с ним похожи. Давайте посмотрим еще, какие сюрпризы, мои дорогие, внезапности, приятности. Это тот человек, с кем вам суждено будущее, мои дорогие. 2 тройки, всегда будущее. Но вы даже этого человека, посмотрите, аркан семьи, аркан денег. Но вы даже этого человека будете проверять. Вы ему не верите, вы будете вспоминать какую-то прежнюю историю, когда вы будете думать, что врет. И человек будет думать точно так же. Тут будут те отношения, которые будут развиваться и как будто проверяться. Тут тот человек, который может, его можно покорить только именно искренностью, бесхитростностью. А если это будет какая-то игра, то на лад дело не пойдет. Вам как будто колесо фортуны принесет важное знакомство, которое может для вас означать очень многое. Может означать и теплый уютный дом, создание семьи. Вы можете познакомиться с этим человеком совершенно внезапно. Вы можете познакомиться даже в каких-то сложных ситуациях или условиях. Вы можете познакомиться в поездке, мои дорогие. Вот вы сейчас как подводите итоги, может быть, почему не произошла эта важная встреча. У человека, если мы говорим, он как вас отзеркаливает, у него в жизни что-то подобное, как и у вас. А мы ведь говорили, вот сейчас только либо то, что мне выгодно, либо в чем я заинтересован или заинтересована. Но уж точно не с позиции эмоций или каких-то там надежд. Никаких надежд нет. Потому что вы таким, может быть, стали реалистом, так жизнь сложилась. И вам кто-то из вас окажется, может быть, даже в такой ситуации, когда вам в последующем придется, ну, к примеру, если сейчас вот вы загадали историю личной жизни, и пока не идут отношения ни шатка, ни валка, но внутри себя вы уже как будто поняли, что нет, это ни к чему тут не приведет, эти отношения не будут продолжаться, как бы вопрос времени. А поскольку вопрос времени, мне нужно сейчас, ну, как-то так, может быть, и правильно договориться, взять правильные ориентиры для того, чтобы, ну, буквально как-то красиво расстаться с человеком, ведь у кого-то, может быть, сложно расстаться. Да, вот такое тоже бывает. Поэтому, может быть, вот я и говорю, что для кого-то из вас еще какая-то прежняя история, может быть, не закончилась или имеет какое-то непонятное продолжение, но совершенно случайно. Может быть, благодаря тому, что это вот вы себе сказали какую-то правду. И, по сути дела, пространство нам дает тогда возможность, когда мы внутренне к этому готовы. Так вот, шаг за шагом готовитесь к этому вы, и что-то подобное происходит с другим человеком. Вот такой сюрприз вас ожидает. Очень интересно. Каково еще внезапное событие? Давайте посмотрим, достанем еще один ряд и узнаем, как будут развиваться события последующие, что приведет, может быть, к этой важной встрече. Ну, давайте проясним, в чем же тут внезапность. Если нам говорят карты, что пока на сегодняшний момент тут подведение итогов. Внезапность, посмотрите, туз кубков. И 13-й старший аркан. Ну вот если я сказала, человек-реалист, внезапное событие будет в том, или как судьба сложится, чтобы, как мы говорим, по судьбе, а тут точно что-то по судьбе, посмотрите, тут что-то будет завершено вами. Причем то, вот я говорила, что 2 разных человека. То, что вас когда-то окрыляло. Или то, что вы как предавались, может быть, вере, надежде, любви, мои дорогие.
какая-то история, пусть это будет даже любимое дело, но значит работали не покладая рук. Или когда вы очень долгое время, ну, сами буквально как из руин поднимались именно за счет того, что верили в себя. Или вы хотели осуществить какой-то проект. Вот то, что вас прежде, может быть, заставляло вот именно идти вперед, сейчас тоже конфигурация меняется. Меньше этих эмоций для вас, и это для вас благо. Меньше эмоционального выгорания, как минимум, это точно. Вы не готовы отдать себя без остатка. Вы готовы именно, если работать, то только ровно столько, чтобы была прибыль. Или моя работа, она теперь должна быть оценена как-то иначе, а не из нуля в рогожечку. Может быть, это какая-то ситуация, которая будет даже через вашу работу связана, когда вы столкнетесь с чем-то. Но я бы сказала, прагматика, увы. Так вот, что же, как неожиданно, как будут идти к этому событию. Вы можете столкнуться тут действительно с человеком. Поначалу, видимо, это произойдет совсем скоро. С тем человеком, который вам принесет какую-то новость, но это вы императрица, это вас видят так, как человека ресурсного. И кто-то будет от вас желать либо помощи, либо участия в каком-то деле. Точно. И нам выпадает король жезлов. Мы говорим, харизматичный лидер, тот, который сам по себе рядом, вот еще аркан отшельника. Я ведь часто говорю по этой карте. Он и говорит, как раз нужно делать вот именно так. Это руководитель, это тот, который, пусть это даже не касается работы, это та персона, которая может вдохновить или может вас зацепить, заинтересовать, но делать за вас не будет, помогать вам не будет, участвовать в вашей жизни не будет. При первой возможности это будет уход, потому что человек таков. Вот у вас еще, я говорила уже, какой-то заключительный аккорд еще вам предстоит. Вот, видимо, к этому вот так в ближайшее время будут развиваться события. Но вы каким-то образом сумеете достичь победы или какого-то согласия с этим человеком. Вот мы говорили, да? Постепенно, не сразу. Вы понимаете, что вы перед выбором. А посмотрите, по аркану звезда, возможно, кому-то придется поехать даже далеко, чтобы встретиться в назначенное время, ну пусть не в назначенное, в приблизительный, скажем, срок, и обговорить для себя, что-то прояснить, для того, чтобы увидеть своими глазами. Может быть, кто-то поедет как в разведку разобраться, стоит мне туда переезжать или стремиться, или нет. Вот у кого-то может быть и так. Вы будете готовиться к этой поездке. И, скорее всего, она у вас состоится. Точно. Тут может быть, знаете как? Вы собирались в одно место, а поедете в другое. Аркан справедливость. Это, знаете, как сама судьба, ведь это карта кармы. Она распределит именно таким образом, что, может быть, вы собирались в одно место, были договоренности с конкретным человеком, но потом сложится какая-то история. Это старший аркан, отшельник. Да, это может относиться к человеку. С человеком что-то произойдет. Или он вам скажет, или внезапно поменяет планы, хотя уже договоренности какие-то будут. И вы можете прийти к выводу, что не делается, все к лучшему. И в этом будет где-то ваша уже победа. И вы как будто меняете, будете думать, так куда же я еду? Какие вообще тенденции, как минимум, я буду рассматривать. Причем какой-то период я могу так допустить, вы будете продумывать иную поездку или какой-то иной сюжет, иной сценарий, это факт. Потому как вы можете, вот это тоже своего рода, как по судьбе. Может быть, это как, знаете, государственный экзамен, так хочется сказать. Да? Ну, кто знает, что это такое. Ну, что-то как тот экзамен, который самый высший, знаете, проверка на прочность. И вы поймете, что нет, мне тут нужно не на человека рассчитывать, потому что я уязвима, ну или уязвим. А вы будете продумывать тот план, как от противного, что я буду делать, если один на один я остаюсь. Каким образом я буду действовать. Вы будете продумывать даже какие-то запасные маневры. Вы долгое время могли пребывать в таком состоянии и где-то у себя, может быть, в прошлом спрашивать, почему же вот как справедливость, она работает для всех,
но только не для меня. У вас получится, мои дорогие, осуществить какой-то ваш план. И вот смотрите, может быть, я такое допускаю, когда вы куда-то поедете, куда вы сейчас даже не собираетесь. К этому еще как минимум 2 или 3 события приведут. И вот именно продумывание, да, вот этой стратегии, когда вы решаетесь отправиться, более того, вы видите в этом целесообразность, вот для кого-то из вас может, как по судьбе, произойти важная встреча, между прочим. Или, может быть, это даже будет точно с этого момента, как ваша жизнь набирает темп, вы выруливаете на обгон. Это карта доброй трансформации, начинается добрая трансформация. И, может быть, тогда в вашу жизнь приходят новые люди. Но точно приходят новые планы, финансовый успех, мои дорогие, и помощь высших сил. Но будет еще и ситуация выбора. Причем выбора, скорее всего, который вам будет несложно сделать. Посмотрите. Помощь высших сил, 6 пентаклей. Вот такой сюрприз вас ждет. Но, видимо, сложится такая конфигурация обстоятельств, когда вам нужно будет на что-то решиться. И если бы прежде, вот почему я говорила, вам нужно было какую-то историю пройти как будто многократно. Или этот опыт, он вам будет еще нужен в последующем для какого-то финального решения. И если бы прежде, вот у вас, знаете, как сама судьба вас как переводит в какое-то нужное русло, соединяет, может быть, с теми обстоятельствами, в которых вам надлежит быть, потому что через обстоятельства и люди к вам приходят совершенно другие. Но если бы прежде вы замечтались, были эмоции, а теперь нет этих эмоций, и поэтому для вас будет какой-то очень важный и правильный выбор, хотя прежде оно бы, наверное, могло быть и иначе. Вы бы могли как будто через эмоции, ну как запутаться, замечтаться. И что теперь? Правда? И вот вы встречаете тогда, тут как будто, понимаете, может быть, вы сами, как должны определенного финансового плата, ресурсности, именно финансовой достичь, или какие-то достижения у вас должны быть, важные решения, по крайней мере, оценка, может быть, людей не с позиции своей эмоциональной вовлеченности, а со стороны именно человека, отклика и участия в вашей жизни. Ну вот, видимо, так или иначе вас как судьба по справедливости вознаграждает, и вам предстоит вот это новое знакомство. Приготовьтесь, пожалуйста, пройти какой-то период в вашей жизни. Может быть, не очень просто, но интересно, мои дорогие, это факт. Потому что с каждым шагом вы будете чувствовать и понимать, вот теперь я все делаю правильно. Вот так вот с внезапных событий, с внезапных или неожиданных, может быть, расклад-то у нас начался с одной новости, а вот цепочка развития событий привела так далеко. Перекладывайте на себя, мои дорогие. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши добрые искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации. На моем сайте все ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.